Как часто бывает, что ты хочешь поговорить с человеком, сотрудником, просто знакомым или родственником, а разговора не получается. Он либо не хочет разговаривать, либо что-то говорит, но без интереса, а порой кажется, что вообще не слушает тебя или не делает того, о чем вы с ним договорились. Как говорится, на своей волне. Почему это происходит и как стать мастером общения и эффективно взаимодействовать с людьми, мы разберем в этом видео. А в конце я вас познакомлю с некоторыми важными законами общения, которые помогут вам кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Вы на канале Фамильон, я Култышев Сергей, и здесь я делюсь только проверенными и неизменно дающими хорошие результаты инструментами управления бизнесами и правилами комфортной жизни. Итак, сегодня поговорим об общении. Общение – это, можно сказать, один из основных инструментов, который человек использует в своей жизни. Мы начинаем общаться с самого раннего детства, получая образование, когда мы ищем себе вторую половинку в жизни и создаем семейный союз. Ну и, конечно, когда мы стараемся добиться чего-то в жизни. С другой стороны, общение, можно сказать, это растворитель всех возможных проблем, обид, раздоров и даже противостояния. Общение очень важно для кого бы то ни было в любой сфере деятельности или профессии. Оно настолько важно, что даже сами жизненные силы человека зависят от способности к общению. Если вы имеете недостаточные доходы, это показатель того, что вы общаетесь не так эффективно, как могли бы. Ваши доходы прямо пропорциональны вашей способности к общению. Что произошло бы, если бы вы сегодня вечером пришли домой и решили: завтра я не буду общаться ни с одним человеком? После этого вы встали бы утром и не сказали бы никому привет или доброе утро. Вы бы проигнорировали своих друзей, а придя на работу босса, и ни с кем не вступили бы в общение. Как вы думаете, что бы случилось? И скоро не осталось бы ни одного человека, который бы общался с вами. Не было бы работы, жены или мужа, или каких бы то ни было друзей. При сведении общения к нулю видно, что мы теряем все те вещи, которыми обладаем. А что произойдет, если вы улучшите вашу способность общаться? Вы бы обнаружили, что лучше стали ладить со своей женой или мужем, своими друзьями или начальником. Работу, которую вы имеете, зависит от вашей способности общаться. При улучшении способности общаться вы наверняка сможете получить или лучшую должность, или повышение по службе. Для того, чтобы улучшить свое дело, бизнесмену необходимо лучше общаться. Если вы улучшаете вашу способность к общению, вы заметите, что положение вещей и условия вокруг вас тоже будут улучшаться. Если вы деградируете ваши способности к общению, то на самом деле ухудшите и эти условия. Если вы внимательно посмотрите, то сами сможете обнаружить, что ваша способность общаться с другими людьми сильно влияет на то, что вы делаете. И в качестве примера могу привести следующее. Когда я помогаю бизнесменам выстраивать отдел продаж, то мы сначала разрабатываем саму технологию продаж конкретно для этой компании. Мы все очень тщательно описываем и разрабатываем ряд тренировок, которые позволяют улучшить продажи. Одной из начальных тренировок как раз и являются тренировки по общению, где мы добиваемся от продавцов не заученного рассказа о продукции, а легкого и с интересом общения с покупателями. В одной компании мы провели через этот курс всех сотрудников без исключения, начиная с собственника компании и заканчивая бухгалтером. Результаты просто ошеломили владельца. Мало того, что продажи стали расти, так еще и вырос моральный дух в коллективе. Сотрудники стали лучше относиться друг к другу, и выросла их взаимопомощь. Если у вас есть проблема, то она возникла потому, что вы недостаточно общались по ее поводу, из-за того, что вы кому-то чего-то так и не сказали. Большинство проблем возникают из-за того, что человек так и не рассказал то, что было нужно. Вспомните, было ли так, что когда вы общались с кем-то, то не все рассказали человеку, что-то так и не решились рассказать то, что было нужно. Так у вас и появляются проблемы, которые причиняют неприятности, так как вы с ними так и не разобрались. Как справиться с любой проблемой, вы можете посмотреть по ссылке в этом видео, которое сейчас появляется на экране. И когда таких вещей накапливается много в разных сферах вашей жизни, вы думаете, что это является нормой, что это жизнь, как говорится. Но жизнь может быть совершенно другой. Нет никакого смысла иметь такие проблемы или затруднения. Весь фокус заключается в том, что для того, чтобы проблемы разрешались, то общаться нужно не меньше, а больше. Нужно испытывать большое желание смотреть происходящему в лицо. Общайтесь и продолжайте общаться до тех пор, пока ситуация не разрешится. Приведу один пример. Ко мне как-то обратилась женщина, у которой были проблемы в отношении с мамой. Они были вынуждены переехать в другой город и жить вместе, а до этого жили отдельно, каждый в своей квартире. Так как они жили отдельно, то они не знали, что делают и как поступают в повседневной жизни. Однако, когда они стали жить вместе,
то маме не нравилось, как дочь ее ведет домашнее хозяйство, как воспитывает детей. Когда мама делала ей замечания, она, конечно, сильно раздражалась, и все их общение сводилось только к взаимным упрекам или нежеланию обсуждать какие-либо вопросы. Когда мы с ней тщательно рассмотрели эту ситуацию, почему нет конструктивного общения, то она сама поняла, что мама просто хочет помочь, а она, не понимая этого, не желает обсуждать с ней эти вопросы. И мы с ней договорились, что она будет поддерживать общение. И когда в очередной раз мама стала делать ей замечания, то она просто стала ее расспрашивать, как она считает нужно поступить в этой ситуации и почему. Но самое интересное, что у мамы оказалось нет конструктивных предложений, и она просто высказывала свое недовольство. И когда они стали обсуждать разные ситуации, то мама стала соглашаться с тем, что она не права, и стала просто предлагать свою помощь. Здесь не было ничего другого, кроме того, что она стала поддерживать и завершать циклы общения. Вы сами можете увидеть, что каждый раз, когда у вас проблема с человеком, это значит, что у вас мало с ним общения. И каждый раз, когда у вас не хватает общения, вы решение этой проблемы просто откладываете. Но все, что вам нужно сделать, это урегулировать эту ситуацию с помощью того, чтобы продолжить общение с этим человеком, пока вы не придете с ним к согласию. Вот почему общение является универсальным растворителем всех проблем. Оно улаживает любую проблему. Я хочу, чтобы вы сами это попробовали. Для этого предлагаю сделать одно простое маленькое упражнение. Первое. Когда у вас возникнет какая-то ситуация с кем-то, просто сделайте паузу, чтобы не проявлять свою реакцию. Второе. Спросите этого человека, почему он решил вам это сказать, сделать какое-то замечание. Третье. Спросите у него, есть ли предложение по этому поводу для решения этой ситуации, и дайте ему высказаться. Четвертое. Дайте ему подтверждение, что он хочет вам помочь. Поблагодарите его за это, но, скорее всего, у него не будет никакого конкретного предложения. Пятое. Расскажите ему свое видение ситуации, почему вы решили поступить именно так. Шестое. Обсудите, какой вариант наиболее рациональный, простой и доступный. И седьмое. Предложите ему поучаствовать в разрешении возникшей ситуации. Не верьте ни одному моему слову, просто попробуйте. Но я думаю, что ситуация станет намного спокойней, ведь люди в большинстве своем хотят быть полезными и готовы помогать друг другу. Если мы посмотрим, как это может быть применимо к организации, то можно сказать, что организация функционирует хорошо в той степени, в которой есть общение руководителей с сотрудниками на всех уровнях. И когда сотрудники готовы общаться с руководителями, давать обратную связь и конструктивно обсуждать возникающие трудности. А когда общение в организации обрывается, люди не выслушивают друг друга, то оно постепенно разваливается. Очень часто встречается такое, что руководители общаются только с помощью указаний и не хотят выслушивать сотрудников, а те, в свою очередь, в конце концов, вообще перестают поддерживать с ними какое-либо общение. Все эти проблемы порождаются незаконченными циклами общения, и их всегда можно исправить, улучшив это самое общение. И для руководителей это как волшебная палочка для решения всех проблем, как внутри организации, так и за ее пределами, для улучшения работы всей компании. Если вы хотите улучшить, например, работу вашего производства, пойдите и поговорите с людьми, которые там работают, и продолжайте общаться с ними до тех пор, пока трудности не исчезнут. Так вы сможете улучшить работу любого подразделения вашей компании. Просто расспрашивайте каждого сотрудника этого отдела о том, с какими трудностями они сталкиваются или при выполнении какой работы у них возникают проблемы. Никогда не говорите, что они не правы, не обвиняйте их и не критикуйте. Это легко разрушит ваши отношения с ними, и восстановить их будет гораздо труднее. А как наладить отношения с людьми, я также рассказываю в этом видео, которое сейчас появляется на экране. Здесь можно приводить бесчисленное количество примеров, но я хочу обратить внимание на то, что целая система управления, появившаяся в Японии, построена на таком подходе, который называется кайдзен. Сегодня ее очень активно пытаются применять в европейских странах, так как она в Японии дает ошеломительные результаты. А в качестве небольшого примера могу привести опыт одного своего клиента. У него завод по производству запасных частей для сельхозтехники. Он постоянно занимается вопросами эффективности и снижения себестоимости продукции. Он много времени проводит в производственных помещениях и выискивает узкие места, а когда находит, то разговаривает со всеми специалистами, имеющими к этому отношение, начиная от станочника и заканчивая начальником производства. Еще один пример. Компания Toyota получает больший процент прибыли при производстве автомобилей, чем любая автомобильная компания, так как они постоянно собирают совещания сотрудников по поводу улучшения какого-либо процесса, выслушивают их мнение и таким образом постоянно совершенствуют процессы производства. На этой же идее построена система проведения мозгового штурма.
Вы собираете людей, озвучиваете проблему и даете каждому высказать свое мнение по поводу ее разрешения, не критикуя и не обесценивая. А потом просто выбираете лучшее. Если вы оставите достаточное количество комментариев, то я запишу видеоинструкцию, как правильно проводить мозговой штурм. Люди находятся в вашей организации для того, чтобы координировать свои действия и вместе работать для достижения единой цели. А этого можно достичь только с помощью хорошего общения. Направьте ваше внимание на людей, пусть они работают вместе и координируют действия в соответствии с общей целью. Люди – это главный ресурс вашей организации, ведь только с помощью них вы достигаете своих целей. Если у вас торговая организация, то результаты вы увидите незамедлительно. Научите продавца правильно общаться с клиентами, и ваши продажи пойдут вверх. Ваши продажи будут расти пропорционально способности продавцов к общению. Давайте рассмотрим немного подробнее некоторые аспекты самого процесса общения, из чего оно состоит. Существует такое понятие, как поток. Это когда из одной точки что-то исходит, а в другую точку что-то приходит. Можно сказать, что есть исходящий поток и входящий поток. Если мы рассмотрим разговор, то это процесс чередования исходящего и входящего потоков общения. Здесь есть одно очень важное правило. Тот, кто посылает поток, должен также и принимать его. А тот, кто принимает поток, должен также и спускать поток. То есть потоки должны быть уравновешены. И там, где мы видим это правило выходит из равновесия, в любом из направлений, там появляются трудности. Человек, который делает лишь исходящий поток, то есть только говорит, на самом деле совсем не общается, так как для того, чтобы общаться в полной мере, он должен давать возможность своему собеседнику говорить и, конечно, заслушать его. С другой стороны, человек, который только принимает общение, также не общается, так как если он принял сообщение, он должен на него отвечать. А теперь давайте посмотрим на различные части самого процесса общения, из чего оно состоит. И первое. Общение – это идея. Вы сначала должны для себя решить, что вы хотите сказать человеку, зачем вам и ему это нужно, и какое воздействие вы хотите произвести, то есть какой результат хотите получить. Это часто люди игнорируют, а вместо этого они говорят кучу замысловатых вещей. Часто люди рассуждают о чем-то 5-10 минут, хотя на это всего лишь надо 15 секунд. Вам нужно держать в уме этот результат, и ваш разговор пойдет естественным образом. Пример. Когда вы приходите домой, вы спрашиваете домашних, как ваши дела? А зачем вы это говорите? Вам действительно в этот момент это интересно? Часто люди это говорят просто обозначив, что они уже дома, но не обращают на это внимания. И какой ответ тогда вы получаете, когда действительно захотите узнать об этом? Второе. После идеи, которую вы хотите сказать, следующим шагом будет создание намерения. Это ваша уверенность, что другой человек получит и примет вашу идею. Если у вас самого не будет уверенности и достаточного напора, то вы не сможете донести человеку вашу идею. Он почувствует, что вам это самому не так уж и важно. Чтобы создать намерение, вы должны просто направить внимание на человека и создавать свое представление о том, что вы собираетесь ему сказать, а затем просто говорить это. Если вы делаете это, то вы заметите, что человек начнет даже угадывать то, что вы хотите ему сказать, еще до того, как это вы произнесете. Недостаток же намерения порождает множество затруднений в общении. Простым примером будет ситуация, когда вы разговариваете в кругу друзей или знакомых, и кто-то очень эмоционально о чем-то рассказывает, и вы хотите что-то добавить, но вам неудобно перебить говорящего, и вы с осторожностью вставляете свое замечание, и вдруг обнаруживаете, что его никто не услышал, и все продолжают слушать вашего собеседника. Третьим шагом в общении является внимание. Вам нужно направить свое внимание на собеседника и привлечь внимание его к себе. Внимание – это то, чем вы управляете. Вы должны быть причиной происходящего. Есть такое правило. Внимание человека будет следовать за вашим вниманием. Если вы беседуете с кем-то и направите ваше внимание на какой-то предмет в комнате, который находится за его спиной, то вы заметите, что он обернется и посмотрит в направлении вашего внимания. Если вы не направите свое внимание на человека и не привлечете его, то ваше сообщение пройдет мимо или вообще не будет принято. Пример. Мама приготовила обед и подумала, что пора позвать всех к столу. Она продолжает заниматься подготовкой стола и между делом говорит, что пора обедать. Но через какое-то время она понимает, что никто не отреагировал на ее призыв. Она заходит в комнату и заявляет громко и с раздражением: «Сколько я вас буду звать?» Все сразу отреагируют и направляются за стол. Думаю, каждому известна такая картина.
Этот шаг является очень важным для бизнесмена или продавца, которые действительно могут потерять хорошую сделку, если перенесут свое внимание куда-то еще от темы обсуждения с покупателем. Например, если бизнесмен при разговоре с потенциальным клиентом, размышляющий о выгоде, которую он будет иметь от контракта, может потерять этот контракт, он должен направлять свое внимание на предоставление услуг клиенту. Или продавец, думающий о процентах, которые он получит с продажи, потеряет эту сделку. Ему следует думать о том, как лучше обслужить покупателя. Думаю, что многие даже и не догадывались о причинах низких продаж. Помните, внимание следует за вниманием. Удерживайте внимание на других, и они будут удерживать свое внимание на вас. Четвертый шаг в общении – это непосредственно передача идеи собеседнику. При разговоре вы являетесь источником сообщения, а ваш собеседник – приемником. Когда он вам будет что-то отвечать, то вы поменяетесь ролями. Вы должны как хотеть передавать свои идеи, так и выслушивать идеи других людей. И здесь важную роль играет расстояние, на которое вы передаете сообщение. Важно, чтобы оно дошло, а не остановилось где-то на полпути. И не прошло мимо, потому что его отправили слишком далеко. Расстояние оказывает влияние на общение. Если расстояние слишком большое, то это препятствует общению и его интенсивность снижается. Также расстояние может быть и слишком коротким. Если вы приближаетесь слишком близко к собеседнику, то ему это может не нравиться, и он не будет принимать вашу информацию, так как это быстро утомляет людей. Так что следует держать под контролем фактор расстояния, чтобы оно не было слишком большим и слишком маленьким. Думаю, что здесь даже примеры проводить не нужно. Пятое. После того, как вы успешно передали сообщение, вам следует убедиться, что человек его правильно понял. И этот шаг называется воспроизведение. Насколько человек способен воспроизвести сообщение, настолько же он сможет его понять. И обратите внимание на тот факт, что если вы в своей речи используете специальные термины или сложные обороты речи, то шанс, что вас поймут, приближается к нулю. И даже общеизвестные слова людьми могут восприниматься по-разному. На воспроизведение также будет оказывать влияние образование и личный опыт человека. То, что вы ему говорите, он будет обязательно пропускать через фильтр собственного отношения к этой идее. Приведу один очень распространенный пример, который применяется в армии. Когда солдату дают приказ, то всегда просит повторить, что вы ему сказали. Рядовой Петров, возьмите этот пакет и передайте в штаб майору Иванову. Повторите. И он вам отвечает, взять пакет, отнести в штаб. Ему повторяют еще раз, что нужно сделать, а потом опять просит повторить. И он отвечает, взять пакет и отнести в штаб майору Иванову. Теперь можно надеяться, что пакет будет доставлен по назначению. В противном случае, или его доставят не тому майору, или не тому Иванову. Наверняка у вас были случаи из личного опыта, когда вы просили кого-то что-то сделать, а человек сделал это по-своему. И не потому, что это было рационально, просто в его опыте нет такого подхода, как у вас. И он об этом вам, конечно, не говорит. Это очень часто можно наблюдать в работе продавцов, когда они никак не могут избавиться от своих старых привычек и шаблонов при продажах. И даже тренировки даются с большим трудом. Как быстро научить сотрудника работать, вы можете узнать из этого видео, которое сейчас появляется на экране. Недостаток воспроизведения может причинять людям бесконечные проблемы. Шестым шагом в общении будет получение ответа от собеседника. Вам важно не только убедиться, что он правильно понял вашу идею, но и услышать его мнение. Поэтому расспросите его подробнее, что он думает по этому поводу. Часто бывает так, что даже когда человек все правильно понял, он не делает того, что от него ожидается. Это происходит по причине того, что у него были по этому поводу какие-то несогласия, и он или делает что-то по-своему, или пребывает в раздумьях, как ему поступить. Выполнить ваши указания или вернуться к вам с вопросами. Часто бывает так, что человек просто не знает, как ему это сделать, но у него не хватает смелости в этом признаться. Он просто боится наказания за свою некомпетентность или потерю имеющегося статуса. И, конечно, позже он вам выдаст целую кучу оправданий, почему невозможно это было сделать. В качестве примера можно привести случай, когда вы пытаетесь убедить сотрудников писать планы для работы, и они с вами соглашаются, но их не пишут. Они не согласны с таким подходом, так как на прошлом месте работы их постоянно наказывали за невыполнение плана, а когда его нет, то и наказание также не следует. Седьмой и последний шаг в формуле общения – это подтверждение. После того, как человек вам ответил, вы обязательно должны выразить ему свое удовлетворение тем, что общение состоялось. Так вы полностью заканчиваете этот цикл общения. Подтверждение является очень важным этапом. Вы заканчиваете цикл таким образом и осуществляете полный контроль над общением. Подтверждение является важным своеобразным ответом на то, что он вам говорил. Ведь если нет ответа, остается много вопросов в голове.
Но в таком состоянии пребывать некомфортно, и поэтому человек сам додумает себе ответ, чтобы заполнить вакуум в разуме. Но беда в том, что ничем хорошим его он не заполнит. Либо недоверием, либо вообще негативом. В качестве примера можно привести следующее. Муж поздно приходит вечером домой. Она его спрашивает, почему так поздно, а он отвечает, что был на работе. Получила она ответ? Конечно, нет. Ведь ее интересовал вопрос «почему?», а не где он был. И после этого у нее, конечно, появляется подозрение, так как она осталась без ответа. Если вы в своем общении с собеседником будете пропускать какие-то из этих шагов, то ваше общение будет неконструктивным, либо вообще не состоится. В заключение хочу вам дать несколько важных правил, или даже, можно сказать, законов. Первое. Чтобы люди хотели общаться с вами, вы должны сами хотеть и общаться с ними. Входящие и исходящие потоки должны быть уравновешены. Второе. Процветание ваше напрямую зависит от вашей способности общаться. Третье. Процветание бизнеса прямо пропорционально скорости потока частиц, звонков, писем, отправки товаров, обслуживания клиентов и тому подобное. Для процветания услуга, которую вы предоставляете, должна как можно больше приближаться к мгновенной. И четвертое. Чтобы повысить успешность любой организации, просто увеличьте способности ваших сотрудников к общению. Все, что вам нужно сделать, чтобы поднять объем продаж в любом бизнесе, это увеличить способность к общению ваших продавцов. Для вас жизненно важно знать эти законы и применять их на деле. Направьте ваше внимание на эти важные элементы общения и применяйте их в ваших отношениях с людьми, и вы скоро ощутите, насколько выросли ваши способности справляться с ситуациями и улаживать различные проблемы. Ваша жизнь однозначно станет гораздо комфортнее и интересней. Вы и ваше окружение будете становиться все более и более эффективными в вашей жизни. Ну и как обычно, не жалейте лайков, пишите, что вы думаете по этому поводу и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем успехов и наслаждения жизнью. Некоторые данные я взял из работы Рона Хаббарда.